В Севастополе взорвался автомобиль, убит военный. Киев пережил атаку ракетами и дронами, а российские авиакомпании на грани разорения. Это новости «Воздух» на Ходорковский лайв. Ставьте лайки. В Севастополе на улице Тараса Шевченко взорвался автомобиль. Это произошло около 10 утра. Он взорвал с водительской стороны. Вояк лежит. Первыми об этом сообщили местные паблики, телеграм-каналы «Шот», «Мэш» и «База». Затем информацию подтвердил губернатор города Михаил Развозжаев. Он уточнил, что в машине был военный и не исключил возможность диверсии. Водителю оторвало ноги, он скончался от травм и кровопотери. «Мэш» пишет, что погибший Валерий Транковский был капитаном первого ранга Черноморского флота. По данным телеграм-канала, самодельное взрывное устройство было закреплено на днище автомобиля со стороны водителя и приведено в действие дистанционно. «Мэш» также утверждает, что за военным следили около 7 дней. Предварительная версия следствия: на данный момент заказное убийство. Транковский числится в украинской базе «Миротворец» как командир дивизиона малых ракетных кораблей. Военнослужащие сбежали из воинской части в Новосибирской области. Об этом сообщил глава Коченевского района Евгений Антипов. По словам Антипова, сбежавшие покинули часть вечером 12 ноября на такси и не совершали никаких преступлений после побега. По его данным, их было 10 человек, однако телеграм-канал «База» пишет о 12. По данным «Базы», 7 дезертиров уже задержали. Еще 5 остаются в розыске и могли уехать в Кемеровскую область. Как пишет местное издание НГС, в воинскую часть в Коченево командировали около 30 человек, которые раньше уже оставляли место службы. Вероятно, их планировали отправить на войну в Украине. Друзья, здесь я прервусь и попрошу вас поставить лайк этому выпуску. Это помогает распространять ролик, и больше людей узнают новости, которых не услышишь на пропагандистских ресурсах. Российская армия утром 13 ноября ударила по Киеву ракетами и беспилотниками. По данным украинского МЧС, пострадал 1 человек. Обломки упали на складское помещение в районе Бровары. Там начался пожар. Глава Киевской военной администрации Сергей Попко отметил, что это был первый комбинированный удар по украинской столице за последние 73 дня. Из-за этого удара была ограничена работа зеленой ветки метро. Вскоре она возобновилась, и все же в вестибюлях началась давка. Люди не могут попасть с левого берега Днепра на правый. Атаку прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. Я процитирую. «Был эффективный ответ на удар от нашей ПВО. Сбили российские ракеты, в частности баллистику, крылатые ракеты, атаковавшие Киев, а также дроны. Всего около 90 ударных дронов атаковали Украину. И важно, что у наших сил есть чем защитить страну от российского агрессора». А украинские беспилотники в ночь на 13 ноября впервые прилетели в Пензенскую область. Губернатор региона Олег Мельниченко заявил, что 3 дрона упали в лесном массиве. Пострадавших нет. Однако телеграм-канал «Астра» со ссылкой на своих подписчиков утверждает, что беспилотники атаковали нефтехранилище комбинат «Утес» Росрезерва в поселке Монтажный. Вероятно, поврежден один из резервуаров. Согласно открытым данным, комбинат занимается хранением и складированием нефти и продуктов ее переработки. Задержанного в церкви Святой Троицы в Хохлах москвича Алексея Севастьяненко оштрафовали за дискредитацию армии. Он должен будет выплатить 30 тысяч рублей за то, что поспорил с священником, протоиереем Андреем Ткачевым, заявив, что война в Украине противоречит заповедям «не убий и не возжелай дома ближнего своего». Я напомню, Севастьяненко задержали 10 ноября. По разным данным, донес на него то ли охранник протоиерея, возможно, еще один из дьяков, или даже сам Ткачев, который возглавляет церковь Святой Троицы после лишения сана ее бывшего настоятеля Алексея Уминского. В одном из детских садов Красноярского края провели концерт, в котором с детьми на сцене выступил наемник из ЧВК «Вагнер», ранее судимый по наркотической статье. Об этом на своей странице во ВКонтакте отчиталось одно из учреждений администрации Рыбинского района. В публикации вагнеровцев, естественно, называют героями. Они, мол, провели мастер-классы по сборке и разборке оружия, показали бронежилет, рассказали о сложной жизни солдат, то есть прошлись по всем темам, которые обычно очень интересны дошколятам. Вместо мультиков и игр, естественно. Казалось бы, уже рядовая для садов и школ практика в последние 2,5 года. Но есть нюанс. Как минимум один из этих так называемых героев ранее был осужден на 12 лет колонии за изготовление и сбыт наркотиков в составе организованной группы. Также у него в послужном списке 2 дела о тайном хищении имущества. Второй герой, судя по всему, также вагнеровец. Телеграм-канал «Сота» обнаружил в сети приговоры в отношении его полного тезки по статьям о хищении и обороте наркотиков. В общем, действительно настоящие ролевые модели идеального подданного Владимира Путина.
Почти 30 российским авиакомпаниям грозит разорение. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на участников рынка. После начала войны перевозчики перестали перечислять лизинговые платежи, а в 2025 году правительство разрешило списать долги по ним. Однако на эти суммы будет начислен налог на прибыль в размере 25%. Такая финансовая нагрузка может вынудить компании попросту закрыться. Дело не касается таких гигантов, как, например, Аэрофлот, Уральские авиалинии или S7. Тем не менее, легче для пассажиров этой ситуацию не делает. Потенциальные банкроты обеспечивают более четверти пассажироперевозок внутри страны. Так что теперь Ассоциация эксплуататоров воздушного транспорта в срочном порядке разрабатывает предложение по изменению налогового кодекса для защиты интересов авиакомпаний. Украинские активисты устроили демарш против Юлии Навальной во время ее выступления в Лиссабоне. По их мнению, она якобы высказывалась против помощи Украины. Позже одна из инициаторов акции, Христина Жук, заявила у себя на странице в X. Это было сделано, чтобы россияне знали, цитата, «их такое ждет в каждом уголке мира». Конец цитаты. Навальная, в свою очередь, заявила, что войну не поддерживает, и ее необходимо остановить немедленно. Позже у себя в соцсетях Навальная еще раз заявила о своем отношении к Путину и его войне и призвала украинцев, цитата, «не придумывать себе врага в лице российской оппозиции». Конец цитаты. Кроме того, накануне в португальской столице открылся первый в Европе мемориал Алексею Навальному. На церемонии также присутствовала вдова политика, а на самом памятнике на 3 языках написано «Не сдавайтесь». Памятник установила Ассоциация свободных россиян в Португалии. Друзья, это все новости к этому часу. Я призываю вас подписаться на наш канал, а также подписаться на наш телеграм-канал, куда мы дублируем все наши выпуски, а также дублируем выпуски в аудиоформате для того, чтобы вам было удобнее слушать нас в любом виде, на любой платформе, даже если YouTube вдруг все-таки окончательно закроют в России. Ну и, конечно же, поставьте лайк этому выпуску, подписывайтесь на нас везде, везде, везде. А еще, конечно же, берегите себя. Всего вам хорошего, и все будет хорошо. Пока-пока.